значит, что как бы нет вот близких отношений, когда как там муж с женой, да, они ругаются. Но это не значит, что там жена, она так мужа. Также слуга и ученик, учитель. Подлинные отношения, это не значит, что там только какие-то идеалистические духовные наставления. Это для дистанционных учеников. А для близких учеников это очень жестокая жизнь была. Поэтому, например, там Емуна, Ачарья Махарадж, Лалита, это люди, которые, например, прожили с Гурудевом 12 лет, проехали с ним по всему. Это очень. Я, конечно, не такая, то есть, ну, как бы все мы трансцендентные личности, но я знаю, что со мной вот человек больше 2 лет не выдерживает. Ну, в близком. То есть, если он со мной близко общается, то есть, ну, там, максимум его хватит на год, на 2. И в этом нет ничего плохого, просто потому что, как бы, ну, я просто знаю, что я могу там заставить ночью что-то писать письма, еще что-то делать. То есть, ну, я просто знаю, что, ну, у меня противный характер, и те, кто близко со мной как бы общается, они будут страдать от меня обязательно. Ну, естественно. Но Гурудев очень требовательный человек, супер требовательный. И то, что Ачарья Махарадж как бы пережил, это, конечно, говорит о том, что он получил огромную милость. Несравнимую ни с кем. Вообще никто даже близко столь глубоко не служил Гурудеву, как он. Я не говорю о тех людях, которые там варили ему еду, потому что, ну, рано или поздно ты научился. А как бы Ачарья Махарадж был реальным отпущением животным. И именно ему Гурудев доверил миссию, потому что он понял, что он испытал такие вещи. И в последний момент Гурудев улыбнулся и сказал Ачарье Махараджу: ну что, сбежишь или останешься? И Ачарья Махарадж сказал: мне некуда бежать. То есть, когда он объявил его Ачарьей, Гурудев знал, что как минимум 6 человек хотят Ачарья Махараджа выкинуть в Гангу. Он объявил Ачарья и сказал: ну что, сбежишь или останешься? И открыл открытый тендер на выживание. Тут ты подоспели русские десантники. Ну, вот. И Ачарье Махараджу пришлось вплоть до ухода Гурудева бороться за, понимаете, материальный мир, это где нужно бороться за справедливость и так далее. И поэтому, конечно, когда Гурудев ушел, столь скоропостижно, и как бы, когда мы собрались, как все лидеры, мы поняли, что Гурудев хотел от нас, как от лидеров, чтобы мы его поддержали. И Ачарья Махарадж прямо расплылся, как цветок. Он прямо расцвел, потому что, кстати, там, за 15 лет, или сколько-то там лет страданий, вот, но он просто рано радуется. Ну, потому что ритейл с психоевропейцами это очень как бы жестокая штука. Потому что вы знаете, что да, там, типа, как они все приезжают в Россию, говорят: очень хорошие русские, там очень низкие. Вы еще не видели нашего как бы танца казахского. Такой могут устроить. Добрые абхазы, смиренные русские. То есть просто, ну как бы, это как там, мы приезжаем там, в Африку, ну, такие хорошие там африканцы, они людоеды. Улыбаются, ходят, гладят меня, перцем мало. Поэтому как бы, например, после многих лет в Исконе, исконовские гуру поняли, что с русскими вообще американцы не могут иметь дело. Они поняли, что в Исконе в России должны быть только русские гуру, они поставили русский менеджмент. Потому что они поняли, что как бы такие кренделы, что внешне одно, внутреннее другое, и так далее. Ну, как всем по-своему, уникально. Вот, и Ачарья Махарадж, он пришел к этому положению очень долгим путем, и Гурудев проявил на него огромную милость. И вот сегодня у нас такой день, потому что сегодня Шрипад Ачарья Махарадж стоит на нашем алтаре в Парампуре. Естественно, все сразу же бросили ему вызов: а как он может быть, ну, эквивалентен Гурудеву? То же самое, как Гурудеву бросили вызовы после ухода Шридара Махараджа. Да кто это такой, да, Говинный Махарадж, я его знаю. Но, тем не менее, я верю, что Ачарья Махараджа хватит сил и хватит
как бы внутренней духовной силы не только поддержать нашу миссию, но развить. Потому что он потрясающий, человек потрясающего качества, потрясающие качества заложены. Он вообще как бы не, он такой, как бы, он бескомпромиссный человек, он как бы полностью, он такой человек, он который 100% себя отдает. И я знаю, что для индусов это очень важное качество. Если лавку отца унаследовал сын, ты придешь через 20 лет, он будет здесь сидеть. Вот, мы можем там загореться, там, Харе Кришна, потом пойти в рейки, потом понять, что мы на самом деле там, не прошли там еще танка, янка, вот, и так далее. Да? Но если индус принял, вот Ачарья Махарадж, он пришел, читание Сарасвати Мантры, он бескомпромиссно остался, несмотря на все страдания. То есть вот каждый, кто сидел здесь, я гарантирую, на его месте он бы 20 раз немного на все ушел. Но он остался, он будет, и в нем потрясающие духовные качества есть, которые мы, конечно, не видели, потому что какие нам нужны духовные качества? Нам нужна лампочка, там, зубная паста. То есть, понятно, да, мы никогда на него не обращали внимания. Но часто, когда он приезжал в Россию, еще куда-то Гурудев Илгал, видели, да, сколько в нем такой шахтей. Когда там Ачарья Махарадж хватал микрофон, начинал там бежать, петь, там, ну вот, там, кстати, там, трактора, мешки с картошкой, там. То есть у Ачарьи Махараджа все в одном хороводе, там, трактора летают, картошка, там, кастрюли. Ну, то есть, поэтому для Ачарьи Махараджа обычное мероприятие, там, это накормить 20 тысяч индусов, сварить кичери кунду, бассейн кичери, там, ну, вот, там, проехаться по 100 деревням там, за 3 дня. То есть Ачарья Махараджа такая фишка, там, что берем автобус, едем в Харидвар из Бенгала, да, представляете? 92-летние деды садятся в индийский автобус. Я просто, извиняюсь, после 2 часов езды в индийском автобусе выхожу, начинаю блевать на обочине. Эти, значит, загружаются в автобус и фигачат через всю Индию, вообще 24 часа, еще поют Харе Кришна, едут из Бенгалии во Вриндаван. То есть просто космонавты конкретно. Для них это нормальное вообще состояние. Вот, когда я уезжал, там, типа, из Индии, мне говорят, там, жалко, что ты уезжаешь, Ачарья Махарадж пригласил тебя там в тур по Итачакре, в Бенгалию, там, типа, по кочкам. Типа, 8 дней по кочкам всех святых мест Бенгалии. Понимаете, да? То есть Бенгалия это примерно Россия 1942 года во времена Великой Отечественной войны. Воронки на дорогах. Дороги есть до какого-то только места. Ну, вот, там бегут просто там какие-то слоны, верблюды, там, велосипеды. Ну, вот, ты едешь на автобусе, значит, постоянно куча трупов валяется на дороге. То есть вот последнее наше путешествие, там, доктор Джайкумар, который одевает повязку врача, индус очень боится врачей, с крестом, толстый саньяси с криками: «Пропустите!» Потому что там постоянно там, бам, там, смотришь, грузовик, там куча разорванных трупов лежит. Потому что они блокируют дорогу, 6 часов никого не пропускают, стоит очередь. 1000 грузовиков сюда, 1000 грузовиков сюда. Это вообще нормальный день на бенгальских дорогах. Вот. Да, Ачарья Махараджа. И Ачарья Махарадж там рассказывает, там, типа, там, местные бандиты решили меня убить пару лет тому назад. Они пришли с бомбой и взорвались на ней. Типа, это его такие рассказы. Чувак пошел кидать в меня бомбу. Ну да, видишь, там ты такой перекореженный. Бомба взорвалась. Осталась только одна рука. То есть, почему вопрос там бомбы? Потому что там кто-то хотел спилить мешки с рисом, ну там, понимаете, там своя гопота, своя. Вот, там Ачарья Махарадж послал всех на Грибу, сказал, это храм, никакого риса там никого не будет. Ну вот там типа, ну тогда да, взорвем там. То есть, ну, это как бы это обычная такая жизнь его, да, там бомбы, там воронки, там и так далее, и тому подобное. Как бы он этим жил, причем у него не было никаких там. Я помню, когда ему Парамахамса дали саньясу, Парамахамса всегда его гонял. Парамахамса вообще не любил ничего делать в храме. Он любил прийти, попеть и раздать заповедь преданным просад. И сказать: вы все мои друзья.
вот, и пойти спать. А Чарин хорошо всегда сидел на стуле, ну как бы и был, вот, да, то есть вот, такая личность, потрясающая личность. И я думаю, что вот мы хотим привезти его на Украину, хотим привезти его в Россию. У нас будет в этом году Вайшнавский фестиваль в Абхазии, надеемся, вот наши абхазские депутаты следят уже. А когда он будет, неизвестно? Мы планируем фестиваль Вайшнавский с 15 июля по 15 августа, целый месяц. Вот мы хотим на какое-то время, это может месяц, зачем хорошо не может жить. Для него это нормально. Вот. Мы хотим привезти его туда, во-первых, мы хотим привезти его на Украину, потом привезти его по России, потому что Гурдев не мог по России проехать, а Чарин хорошо, шахтичный человек, может проехать по России. И привезти его в Абхазию, вообще Абхазия будет для него супер страна. Будут носиться с барабаном. И просто если Ачарину хорошо привезти там, в Абхазию на месяц, там будут уже там, рисовые поля, Джинар там уже будет там, с мотыгой работать. Ну, пока это тайное место, карта будет выдана каждому. Вы должны попасть в пункт Б, пройти через кордоны чеченских боевиков, пробраться через горные ущелья, проплыть через подводные пещеры. Конечно, ты приплываете в оазис, и там корова стоит. У нас там горячие источники. Индийские булы пасутся, там коровы, да, там дикие лошади. Вот, так что мы всех собираем, сейчас кушаем. И будем Ачарину хорошо встречать все толпы лошадей, коров, замечать. Он сразу же сделает повозки, будет носиться на повозку, на выводах. Вот. Ну, это шутки-прибаутки, ребят, все хорошо. Но очень важно то, что наша духовная миссия, она продолжается, и при том у нас есть замечательный духовный лидер, не только один духовный лидер, а все замечательные духовные лидеры. Шипат Госвами Махараш, которого все знаете, любите, Шипат Джинар Махараш, Аша Махараш, всегда готовы приезжать в Россию. И в Индии, Тирке Махараш, многие другие замечательно преданные. И сейчас, кстати, большая группа американских, австралийских преданных очень мечтает приехать в Россию. Там Саду Крия Прабу, он скоро уже приедет, Симха Чайтанья, Мамаса Кришна, Рамачандра. То есть, как бы, мы хотим, чтобы летом как бы, здесь была тоже молодежь западная, может быть, европейская, поэтому как бы, мы надеемся, что вот сейчас такое время, оно как раз пришло, и у нас очень много замечательных преданных находится в разных городах России, может быть, вы их не знаете, но там в Украине, в Киеве очень хорошая группа преданных, в Харькове, в Запорожье есть, в многих, так сказать, российских городах. Поэтому летом, если мы соберемся там несколько сот преданных на берегу Абхазии, да, будет такая свободная трансцендентная республика, построена там, у нас есть текухи, то есть все, что мы, все эти наработки, которые мы наработали на Этнолайфе, они у нас уже есть, мы уже там сколько раз делали фестивали. Просто в Этнолайфе был такой облом, что мы все время хотели, чтобы люди приобщились к сознанию Кришны, а люди приезжали на Этнолайф просто курить бамбук и наслаждаться. Очень мало было волонтеров, которые помогали. Поэтому Этнолайф мы прикрыли, потому что не было духа, был дух наслажденчества. Понимаете, да? А вот когда преданные приходят, у них дух отдания. Да, вот там, кстати, круто, построят лагерь, там, построят сцену, потом там каждый ночь колбасит кирту всю ночь. Мы так начинали, так сказать, старые добрые времена, когда я был похудее, килограмм на 40, там, что было нормально, кирту, даже кишор вспоминаю. Решение старых добрых времен. Вот, да, кишор. Вот. Поэтому как бы борьба с ожирением это тоже наша программа.